Привет из Турции! Я приехала отдыхать на все включено в отель Sultan of Side. Это недорогой и популярный отель, одна из самых бюджетных пятерок в Сиде на данный момент. Посмотрим, можно ли здесь отдохнуть как султан. Пятизвездочный отель Sultan of Side находится в Сиде, в 50 километрах от аэропорта Анталии. Летом 2023 года его можно назвать одной из самых дешевых пятерок в районе Эвринсеки, который славится прекрасными песчаными пляжами. Именно поэтому отель так популярен в этом сезоне. Многие из вас просили меня сделать обзор Sultan of Side. Давайте выясним его плюсы и минусы. Уже в лобби заметно, что отель староват. Однако отмечу, что в свое время тут постарались над стилем. Название Sultan of Side отель получил не просто так. Из плюсов также добавлю, что сотрудники на ресепшн очень приветливы. Я бронировала стандартный номер, а мне бесплатно повысили категорию до семейного. Заселили сразу, как я приехала, за час до официального заселения. Давайте смотреть номер. У меня двухкомнатный номер. На входе стоит шкаф, здесь отделение с вешалками, вот здесь с полочками. А вот тут находится сейф. Он платный, а вот Wi-Fi в номере бесплатный. Под сейфом находится мини-бар. Посмотрим, что внутри. В мини-баре только вода, с газом и без. Это первая комната, детская спальня. Здесь стоит две кровати, есть кондиционер. Кстати, он поновее, чем в основной комнате. Видимо, все лучшее детям. Эта комната кажется неплохой, но она немножко темновата. Напротив кровати стоит столик, тут зеркало и уголок для приготовления чая и кофе. Стаканчики тут бумажные, а не стеклянные. Детская комната отделена дверью, и отсюда мы попадаем в основную комнату. Она просторная, достаточно светлая, но видно, что не новая. Здесь такое все немножечко пошарпанная мебель, прям такая в царапинках немножко. Ну, как бы такой эконом-вариант, можно сказать. Кровать не слишком большая, но и не слишком маленькая. Здесь лежит вот такое летнее одеяло. Сейчас как раз под ним будет комфортно. По краям тумбочки и кондиционер. Кондиционер, как видите, вот не очень новый. Напротив кровати висит телевизор, в него можно воткнуть флешку, и здесь есть русские каналы. А сейчас давайте сходим на балкон. На балконе стоит столик со стульями и есть небольшая сушилочка для белья. Вид у меня во двор на тихий бассейн. Тут два бассейна, один основной и один такой тихий, спокойный. И еще видно море. Сейчас посмотрим ванную комнату. Я надеюсь, вам будет меня слышно, потому что здесь очень сильно шумит вытяжка. Надеюсь, это не помешает. Ванная комната не слишком просторная, но и не то чтобы тесная. Здесь полный набор полотенец, они без пятен, чистые. Тут есть зеркало, раковина. Сантехника видно, что не самая свежая, но при этом нет ржавчины или каких-то протечек, никаких критичных моментов. Из косметических принадлежностей тут есть ватные диски, ватные палочки и шапочки для душа. Здесь зона душа и ванна. Тут все чисто, нет никакой плесени, а шампунь и гель для душа налиты вот в такие дозаторы, два в одном. Тут есть фен, жидкое мыло в дозаторе и тапочки. Мне кажется, в этом номере не помешало бы сделать реновацию или хотя бы привести в чуть более аккуратный вид то, что есть. Но каких-то критичных моментов я тут не заметила. Ни плесени, ни ржавчины, ни каких-то протечек. То есть я бы не сказала, что здесь неприятно находиться. Нормальный номер. Про шумоизоляцию по традиции расскажу уже утром. Узнаю, слышно ли соседей по ночам. Напишите в комментариях, как вам этот номер. Имеет ли для вас значение свежий ремонт или нет. Вы часто спрашиваете, как я бронирую отели за границей, когда популярные сервисы для туристов ушли из России. Все просто, я пользуюсь российскими сервисами. Этот отель я забронировала через мобильное приложение One2Trip. Это известный российский сервис для бронирования проживания и перелетов по всему миру. Я уже пользовалась им в России, Турции и Египте.
Почему я пользуюсь приложением One2Trip? Во-первых, в нем огромная база отелей в России и за границей. Например, на популярных турецких курортах есть из чего выбрать. Тут можно посмотреть фотографии, подробное описание отелей и отзывы туристов. Во-вторых, оплатить проживание можно рублями с карты российского банка. В-третьих, пользоваться этим приложением очень выгодно. Здесь я часто нахожу хорошие цены и спецпредложения. А еще за каждую поездку в отель здесь начисляются бонусы в размере до 15% от суммы заказа. Их можно использовать при следующем бронировании путешествия. Кроме того, в приложении действуют скидки до 37% на бронирование отелей после покупки билетов в течение 5 дней. Это очень удобно при бронировании путешествий самостоятельно, без помощи турагентств. В описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы можете скачать приложение One2Trip. Уверена, что оно вам понравится. Скачивайте, смотрите предложения и планируйте свое идеальное путешествие. Площадь территории отеля Султанов Сиде 20 тысяч квадратных метров. Он состоит из 3 корпусов. Тут есть 3 бассейна. Основной, площадью 630 квадратных метров, предназначен для активных развлечений. Тут всегда играет музыка. К нему примыкает детский бассейн, а неподалеку находятся водные горки. Это делает Султанов Сиде подходящим отелем для семейного отдыха с детьми. Анимация здесь стандартная для недорогих турецких отелей. Не слишком разнообразная, но и не скучная. Тут есть спортивные игры, дартс, аэробика и так далее. Для детей в отеле Султанов Сиде работает игровая площадка, а также небольшой детский клуб. Ценители спокойного отдыха могут бесплатно посетить турецкий хамам и сауну. За дополнительную плату можно заказать спа-процедуры. Кроме того, тут есть крытый бассейн и тренажерный зал, а также магазины и фотограф. Из напитков на все включено в Султан оф Сиде предлагают соки и лимонады, пиво и вино, а также крепкий турецкий алкоголь и коктейли на его основе. В лобби с утра до вечера открыта кондитерская, но выбор десертов в ней скромный. А вот с остальным промежуточным питанием полный порядок. В снэк-барах отеля Султан оф Сиде можно полноценно обедать. Также тут есть фастфуд и легендарные турецкие лепешки гёзлеме, а еще вафли и мороженое. Хороший выбор еды предлагают как в баре у бассейна, так и на пляже. По вечерам многие туристы отдыхают в лобби с коктейлями. Родители развлекают детей в платной игровой зоне, а кто-то просто сидит в баре у бассейна и общается. Затем наступает время мини-диско, а после детских развлечений начинаются шоу для взрослых. Шумоизоляция в Султан оф Сиде оказалась стандартной для турецких отелей. Шума от дороги не слышно, а вот соседей слышно. Не то чтобы я слышала их разговоры, но приглушенный гул телевизора и то, что они в номере, я слышала. Спать мне это не мешало, но беруши все же посоветую с собой взять. Интересно, а питание в отеле Султан оф Сиде достойно султана? Давайте посмотрим, чем кормят туристов на шведском столе.
Сначала я покажу вам завтрак. По утрам на шведском столе есть привычные горячие блюда. Жареные и вареные яйца, сосиски, тушеные овощи и запеканки, жареная картошка и молочная каша. Есть суп, несколько сортов оливок и все необходимое для бутербродов. Отмечу, что сыр и колбаса тут разных видов, но все они самые простые, дорогих сортов нет. Из свежих овощей есть огурцы, помидоры и различная зелень. Из выпечки гостям предлагают круассаны, турецкие бублики и несколько видов булочек. Любителям сладких завтраков могут понравиться хлопья с молоком, а также пончики, блинчики и мягкие вафли с различными джемами. Еще есть фрукты в сиропе и йогурты. Отмечу наличие турецких сладостей – рахат лукума и халвы. Йогурты неестественных цветов меня удивили, а вот с вареньем и медом тут все отлично. Фрукты по утрам вот такие. Из напитков есть чай, кофе и сок. Я бы не назвала такой завтрак интересным, но выбор все-таки неплохой. Именно такой шведский стол обычно и бывает в недорогих пятерках в Турции. Теперь посмотрим обед. Тут тоже все стандартно. 2 вида супа, популярные гарниры и несколько блюд из мяса и овощей. Отмечу, что очередей на обеде нет. Думаю, это потому, что во время обеда работают снэк-бары с хорошим выбором еды. Многие туристы едят на пляже. На шведском столе в Султан-оф-Сиде всегда есть рыба. Это плюс. Также тут готовят картошку фри, пасту и пиццу – самую популярную еду у подростков. Тут легко собрать вкусные салаты и попробовать традиционные турецкие холодные закуски. Выбор неплохой. Число фруктов для июня показалось мне небольшим, но отмечу наличие клубники. Мне кажется, что Султан не оценил бы такой обед. Заметно, что отель немного экономит на продуктах. Однако плохим я такой шведский стол точно не назову. Здесь все именно так, как я и ожидала. В бюджетных пятерках питание обычно такое. А вот ужины в Султан-оф-Сиде меня приятно удивили. Особенно тематические вечера. Я покажу вам так называемую турецкую ночь. Это вечер, во время которого туристов угощают самыми интересными блюдами национальной кухни Турции. Тут Адана и донер-кебаб, рыба на мангале, различные рагу из баранины и овощей, рассыпчатый булгур и много чего еще. Вечер турецкой кухни превратился в маленький праздник. Только посмотрите, какой тут выбор мяса и необычных гарниров. Приятно, что даже самые интересные и недешевые блюда постоянно пополняют. Баранины и рыбы хватило всем желающим. Конечно, за чем-то необычным гости тут же выстраиваются в очереди, но они движутся быстро и не создают проблем.
Помимо турецких блюд, на шведском столе есть что-то привычное и простое. Все продумано так, чтобы все туристы остались довольны. Вот каким должен быть ужин для султана. Изобильным, красивым, вкусным. Во время завтрака и обеда я была уверена, что не буду хвалить питание в этом отеле. Но этот ужин поменял мое мнение. Приятно, что в Султан оф Сиде стараются радовать гостей. Я очень ценю, когда отели эконом-варианта выжимают максимум из своего бюджета. За это ставлю Султану отдельный плюс. Отмечу, что фруктовый набор был таким каждый вечер, а не только во время тематических ужинов. Десерты тоже достойны отдельной похвалы. Из напитков есть чай и кофе, айран, лимонады и соки, турецкий алкоголь. Ставьте лайк, если вам понравился этот ужин. Отель Султан оф Сиде находится примерно в 7 минутах ходьбы от пляжа. Отмечу, что тут есть небольшая горка. Возможно, в разгар летней жары это станет для кого-то проблемой. А вот машины тут не ездят. Это плюс. Отель Султан оф Сиде находится на песчаном пляже. Тут есть вся необходимая инфраструктура. Души, туалеты, кабинки для переодевания. На пляже есть тенты и пластиковые лежаки с мягкими матрасами. Полотенца в отеле меняют бесплатно. Также тут есть бар, в котором можно пообедать. И бар с напитками, мороженым, закусками. Все очень удобно. Заход в море тут пологий. Идеальный пляж для отдыха с детьми, например, с маленькими, или для тех, кто не умеет плавать, потому что дно безопасное, песчаное, мягкое, очень комфортно. Обожаю пляжи в Сиде именно вот за это, а также за их песок и за то, что здесь можно гулять по кромке воды, очень далеко уйти, это здорово. Меня приятно удивило, что бесплатный Wi-Fi есть не только на всей территории отеля, но и на пляже. Кроме того, тут можно поиграть в волейбол, а рядом работает центр водных развлечений. Пляж тут действительно отличный. Здесь можно провести целый день, это будет комфортно. Помимо полноценного обеда в снэк-баре предлагают гамбургеры и турецкие лепешки, а также мороженое и вафли. Огромный плюс района Еврентейки – зеленый променад. Курорт изолирован от трасс и городского шума, поэтому гулять здесь особенно комфортно. На променаде живут котики, а в реке неподалеку водятся огромные черепахи. Они радуют туристов своим появлением в районе 10 часов утра. Обязательно сходите на них посмотреть. Оказалось, что отдых в отеле Султан оф Сиде все же не султанский. Как ни крути, а это пятерка эконом-класса. Но если вы готовы закрыть глаза на какие-то минусы, то она вам подойдет. Отель справляется с заявленной концепцией, ни в чем не обманывает туристов. Отель старенький, ему не помешала бы реновация. Но я поспрашивала туристов, и многие из них довольны своим отдыхом. Напомню, что, как и всегда, в описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы можете проверить цены на туры в этот отель из вашего города. Ставьте лайк, если вы хотите отдохнуть в Сиде.
Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Турции и не только.